Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет! Вы на канале Guard.ua, и сегодня выпустили глобальное обновление в нашей любимой скиллозависимой игре Авточес. И давайте сейчас по порядку разберемся, что конкретно здесь поменяли, и начну я с интерфейса. На самом деле интерфейс вырви глаз. Вот если честно, я не знаю, кто там у них, какой там дизайнер это придумал, но это максимально бредовый интерфейс. Давайте я сейчас выключу веб, чтобы вы посмотрели, просто оцените. Я не знаю, кто это делал. Ну, зачем? Что это? Зачем так косо все сделано? В чем прикол? Что вот это со складом? Ну, короче, сразу говорю, мне дико не нравится интерфейс. Дико не нравится интерфейс. Он максимально сырой, максимально кривой. То есть, ну, он максимально недружелюбный, как по мне. Типа, раньше было лучше. Сейчас это полная дичь. Особенно мне не нравится вот эта вот справа тема, что, ну, хотя бы в линию вот это вот все сделали. Типа, короче, ладно, это такой вот момент. Давайте сейчас перейдем к игровому интерфейсу. Итак, что поменяли во внутриигровом интерфейсе? Теперь, как вы заходите в игру, вы сразу можете заметить вот такую вот полоску. Что она означает? Раунд с мобами, раунд с людьми, соответственно, раунд и таймер. Ну, я думаю, тут как бы и тупой разберется, что это обозначает. Все. Слева, соответственно, ваш уровень, хп, монетки, тут же винстрик и лустрик показываются. В правом нижнем углу экрана, там где ролл, у вас показывается вот такой вот огонечек. Слева, соответственно, опыт, а справа еще так же самое появилось вместо расширенного пула бан синергии. И давайте к нему сейчас перейдем после того, как я расскажу вам, как вернуть вот такое вот отображение старых синергий. То есть, ну, по-другому. Типа, есть по-новому, есть по-старому. Вот, смотрите, как по-новому выглядит. Вот. Мне он максимально не нравится, поэтому я возвращаю себе старое отображение. Заходите в настройки, бой, и тут нажимаете включить в самые нижние строчки. Там демонстрация традиционных синергий. Включаете, получаете старое отображение синергии. Также я хочу сказать, что есть небольшой баг. Он не сильно такой вот значимый, но все равно он есть. Когда вы нажимаете Hotkey открыть инвентарь, у вас отображение накладывается друг на друга. И чтобы это пофиксить, вам нужно это, соответственно, просто закрыть и все. Если же вы хотите убрать отображение синергии, потому что иногда это может немножко повлиять на исход, вам нужно нажать просто в любое место на экране, и все, у вас, соответственно, скроется вот это отображение и все такое. Либо же просто вручную нажимаете на инвентарь, и все, в принципе. Все. Теперь, вместо расширенного пула теперь у нас есть бан синергии. Что это значит? Вы можете забанить соответственную расу, либо же класс, и вам это больше приходить не будет. Вот перед вами, соответственно, расценка, и я все-таки рекомендую, когда вы выйдете в 50 монет плюс, и примерно будете уже понимать, какая синергия и раса вам, соответственно, будет нужна в течение игры. Лишнюю расу, либо синергию, вам нужно будет забанить. То есть, допустим, вы играете на каких-то воинах, соответственно, охотники вам не нужны в пуле. Вы, соответственно, баните охотников. Все, охотники вам не придут. Вообще. Банить можно только одну синергию, две нельзя, и, соответственно, можно ее также разбанить, поменять на другую синергию. Давайте продемонстрируем, как это работает. Вот, смотрите, я беру цветы, нажимаю, соответственно, забанить. Все, она забанилась, и, соответственно, эта информация показалась абсолютно всем. Также это можно разбанить. Вот, вы ее когда разбаниваете, сразу говорю, деньги вы обратно не получаете. Поэтому думайте с умом, что вы конкретно хотите забанить и тому подобное. То есть, вот, смотрите, беру цвет, у меня сейчас там 12 монет было, вот беру разбанил, все, монетки мне не возвращаются. Теперь в игре вместо 8 легендарных фигур 10 легендарных фигур. 5 из них открыто, 5 из них скрыто. За скрытую легендарную найденную фигуру вы получаете 5 монет. Но для того, чтобы эти 5 монет получить, вам нужно ее купить. Купили, если вам она не нужна, продали. В принципе, плюс 5 монет. Прикольно? Ну, да. Также изменили подход к мобам. Теперь за мобов вы получаете монетки. У меня есть информация только за 35 раундов от моего подписчика. Если, соответственно, есть у кого-то информация больше, то, соответственно, пишем о ней в комментариях. Перед вами появятся две таблички. Одна табличка показывает, сколько вы получаете монет за моба в конкретном раунде. Во второй табличке, соответственно, будет показано необходимое количество опыта для поднятия уровня. Поставите, соответственно, ролик на паузу и изучите эту информацию. И вот мы подошли к самому главному. Новая фигура, новая раса, новые предметы, баланс предметов, баланс фигур, новая реликвия, баланс реликвий. Фух, выговорил. Перейдем к самому главному. Это новая фигура. И, соответственно, выглядит она вот так вот, эпично. Просто Валькирия снизошла с таким огромным молотом. Сразу хочу сказать, для активации ее навыка необходима мана. Ее способность работать следующим образом. Она наносит урон вокруг себя, встраивая свою тычку. То есть, если у вас урон с руки 1000, то, соответственно, каждый взмах ее молота будет наносить 1000 урона, плюс небольшую надбавку в виде 15 урона, 30 либо 45. В конечном итоге, когда молот обрушается, наносит оглушение 0,5, 0,5 и 1 секунду. Сначала это радиус
радиус будет на первом-втором уровне в радиусе одной клетки, а потом уже будет в радиусе двух клеток. КД приятно, единственное, что неприятно, это, соответственно, наличие маны. Эта фигура относится к расе древним и, соответственно, к классу рыцарь. Раса древние. Что она делает? Каждая фигура древних из каждые 5 секунд крадет 50 плюс 2% от максимального процента хп. То есть это 50 хп она тырит плюс 2% от максимального процента хп здоровья у ближайшей фигуры противника и восстанавливает здоровье себе. Также, если вы полностью собрали расу древних, то все союзные фигуры получают эффект. Каждый раз, когда они получают лечение в размере 100, они наносят врагам вокруг чистый урон, равный накопленному объему лечения. Максимальный урон за одно срабатывание 300, перезарядка 5 секунд. Честно говоря, я пока что не знаю, как можно эту расу применять. Типа, синергию первого уровня еще можно применять, а вот как применять синергию второго уровня, это остается таким вопросом. Почему? Потому что в расе древних есть всего лишь две фигуры. Это гоблин-убийца и, соответственно, она. Чтобы собрать, получается, полную синергию древних, необходимо юзнуть волшебников. И вот в какой ситуации нужно будет юзать полную расу древних, остается вопросом. Но это мы, соответственно, потестируем, проверим и найдем ей применение. Изменили некоторые фигуры, их перенесли из одного тира в другой тир. Теперь у нас плюс две легендарные фигуры. И начну я, пожалуй, с рыцаря-человека, я его называю Омник. Вот, что теперь он делает? Способность его инкастовая, это благословение короля, снижает физический и магический урон, получаемый, соответственно, союзными фигурами. Первого уровня это 40%, второго 60%, третьего 80%. Длительность 3, 4, 5 секунд. Маны способность не требует. Дальность действия эффекта, то есть вокруг вас раз. На втором уровне, соответственно, вот такая вот дальность. На третьем уровне вот такая вот дальность. Теперь это на самом деле прикольный такой вот саппортик. И найти применение ему можно все-таки. Теперь у нас появилась еще одна очень мощная легендарная фигура. Это Некр. Ему переработали способность, и теперь эта способность называется Коса Смерти. И это в действительности Коса Смерти. Коса Смерти работает следующим образом. Она наносит оглушение конкретной фигуре, наносит ему базовый чистый урон в размере 300, 400, 500 и дополнительный урон от максимального хп противника в размере 15%, 25% и 35%. А если вражеская фигура еще и умрет, то появится исцеляющая вспышка в размере 200, 300, 400. Радиус исцеляющей вспышки, соответственно, вот такой. Вот такой. И вот такой. КД очень приятный на способности 8, 7, 6 секунд. Очень сильная фигура получается. И переходим к следующему. Изменили способность моего любимого Джаггернаута. Теперь эта способность стала еще мощнее. Теперь она зависит от скорости атаки Джаггернаута. То есть, чем быстрее, соответственно, у него скорость атаки, тем, соответственно, чаще его крутилка наносит урон. Прикольно? Да. Сильно? Да. Куда его еще бафнули? Непонятно. И зачем его бафнули? Тоже это непонятно. То есть, теперь ты можешь, мало ли того, что сделать его мега сильным, так ты его еще можешь сделать таким сильным, что там будет дэмэдж проходить раз в 0,3, в 0,4 секунды. Это очень жестко. Это очень сильный баф этого Джаггернаута. По моему мнению, самый неоправданный перенос с фигуры из одного тира в другой тир — это Банши. Зачем ее перенесли из другого тира в другой тир, в высший тир, то есть ее перенесли с третьего тира в четвертый тир, просто дали ей немножко больше хп и немножко больше сопротивления к магии. Зачем? Этот герой и так не был имбой. Теперь его мало ли того, что никто не будет пикать. Она вообще не нужна в этой игре. Это полный бред. У меня нет слов. Вот серьезно, у меня нет слов. Ладно, пошли дальше смотреть. Обновление затронуло также синергию расы богов. Теперь синергия третьего уровня расы богов уменьшает КД на ваши умения и активные предметы на 50% вместо 30%. Это обновление не только принесло новые предметы, но и бафнуло немножко старый предмет. Рок войны. Теперь он дает продолжительность каждого вашего призывного существа на плюс 100%. То есть у вас кабанчик призывался на 20 секунд, будет призываться на 40 секунд. Это приятный такой вот баф. Перейдем теперь к новым предметам. Первый новый предмет — это двойные клыки. Что он конкретно делает? Во-первых, он дает тебе плюс 50 урона с руки и уникальный пассивный эффект. Если фигура с этим снаряжением наносит урон, то также повреждает до 2 фигур с тем же именем, что и цель. То есть, как это работает? Если у противника, допустим, инсектоиды, да, наши любимые инсектоиды, этот предмет прям идеально против инсектоидов. Получается, у него есть 2 скорпиона, 2 змейки, 2 бруды и так далее, и так далее, и так далее. То есть, когда эта фигура начинает с этим предметом бить одну эту фигуру, и есть фигура на столе дубликата, то, соответственно, 2 фигуры будут получать урон.
Это прикольный такой предмет. Но, естественно, этот предмет работает не только против инсектоидов, а и против любых других дубликатов. Но думаю, тут и так это понятно. Второй новый предмет — это перчатка демона. Дает плюс 25 урона и уникальный пассивный навык на эту фигуру. Это древний демон. Весь урон, наносимый фигурой с этим снаряжением, преобразуется в чистый урон. То есть чувствуете весь наносимый урон. То есть представьте себе, вам приходит противник с энергией охотников, у него есть мантия короля и есть у него антимаг второго уровня, ну или третьего уровня, как это часто бывает. У него третьего уровня антимаг с мантией короля и с вот этой вот перчаткой. И что происходит? Антимаг бьет мало ли того, что чистым уроном, так у него еще и способность чистым уроном бьет. Это очень прикольная такая вот перчаточка, и в некоторых моментах эта перчатка может очень жестко зарешать. Особенно это касается магов. То есть, прикиньте, у вас, допустим, есть противник Хускар, он очень плотный, с очень много магическим сопротивлением, и тут тебе приходит Зевс с этой перчаткой. Он и так до этого пробивал морских плюс шар бездны, а тут с этой перчаткой он просто такого оплеуха даст. То есть это очень прикольная перчатка, ставлю за нее лайк. Но мне кажется, она слишком имбовая, и я думаю, ее перенесут в 5-й тир. И закрывает наш обзор на глобальный патч это новая реликвия и баланс реликвии. Начнем с новой реликвии. Рыбалка запрещена. Длительность этой рыбалки 10 раундов. Что она делает? Пока этот предмет активен, вы можете бесплатно заблокировать любую расу и класс. В принципе, это неплохо, и это прикольная такая реликвия. Только когда ее лучше использовать, я на самом деле пока что не знаю. Надо ее потестировать, попробовать, и тогда можно будет понять. Забалансили ферму свиней циклопа. Теперь эта реликвия активная, действует 10 раундов. И когда 10 раундов эти истекут, то, соответственно, больше эти кабанчики подниматься не будут. На самом деле это лютый нерв этих кабанчиков, и я не знаю, зачем его сделали. Как по мне, лучше бы они оставили, как было раньше. Гнездо Маморы. Теперь у нее есть ограничения. То есть... Как мы знаем, что в общем пуле есть энное количество фигур. Если вот эти фигуры закончились, Мамора больше подниматься не будет. Это жесткий такой нерв. То есть, по сути, вы можете сделать максимум 2 фиолетовые фигуры. И одну, соответственно, легендарную, если это не друид. Это тоже жесткий такой нерв реликвии. И я считаю это оправданно, потому что иногда ты в катке можешь увидеть чуть ли не 3 фиолетовые фигуры, 3-звездочные. Я, конечно, не знаю, какое конкретное количество этих фигур в общем поле, но все же. Я считаю это оправданный такой нерв этого Маморы. Давайте подведем итог по поводу вот этого вот глобального патча. Честно, я вроде бы как бы доволен, но я доволен чисто из-за того, что 6 месяцев плюс ничего не менялось в игре. Абсолютно ничего не менялось. Не менялось ни по балансу, ни по мете. Да я и думаю, сейчас по мете вряд ли что-то поменяется, но немножко баланс все-таки изменится, потому что все-таки поменяли, что мобы теперь дают бабки, теперь ты, соответственно, должен больше денег потратить на ап уровня, соответственно, это меньше шанс выпадения фигур, добавили некоторые новые предметы, то есть добавили разнообразие, что можно будет сделать. То есть ввели некоторые улучшения, но так же само они не понерфили самые имбовые сборки патча. То есть антимага, манки кинга, инсектоидов. Их тупо не нерфили. Прикольно? Да. Ну, в принципе, надо играть, пробовать. Короче, надо просто наслаждаться. Плюс это скоро будет новый сезон, новые ранги. Там можно будет тестировать все, что захочешь. Правильно? Правильно. В общем, я надеюсь, что обзор на текущий глобальный патч был вам полезен, поэтому, ребят, отблагодарите меня, лайк бесплатно, если ты еще не подписан, обязательно подпишись, и также у его канала есть телеграм-канал, он закреплен в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране появится QR-код. Всем спасибо за просмотр, и всем удачи!